Идут конверты, и давайте смотреть, что у нас произойдет. 4 на 4 монаха. Серьезно? Серьезно? Нет, серьезно? Туру-то-то-то-то-то. Итак, представляется вашему вниманию матч между Сальс антагонистом и Геймер Легион Татохом. Испанский игрок топ-1, который считается топ-5-6 мира. Победитель группы в платиновой лиге, да, вместе в группе с Финчом. Соответственно, жесткий тип против Сальс-антагониста. Для сравнения, Сальс-антагонист даже не прошел в золотую лигу Т-90. Так называемой серебряной лиге в квалификации он проиграл там кому-то. В общем, явный андердог, антагонист, и встречаются они в одной 16-й финала турнира Valhalla 2, то есть первый раунд, best of 5, погнали. Татох уже лидирует со счетом 1-0, карты у нас закрытые. И домашняя карта антагониста, она же просто арена. Давайте посмотрим количество хп на стенке. 1800 хп сразу. Это не то, что как в ладере, да? Тут траш не пройдет, как говорится. Ну и 9 крестов старт, соответственно, сгенерированные дома. 9 крестов уже давно работают. И самое главное, это нации. Чехи. Любимая нация Антика. Да. Чехи или так называемая база. Если ты играешь за чехов, ты должен делать базу. Но что есть база? Что есть такое база? Да? Давайте узнаем. Соответственно, у нас есть татах и бенгальцы. Я думаю, татах любит всяких бенгальцев, потому что он в целом любит всякие непонятные прикольные юниты типа слонов. А бенгальцы это прям нация слонов, у которой слоны все, в принципе, то есть их слабости нивелированы тем, что они хуже конвертятся, да, обычно их конвертят, но они хуже конвертятся. И также они получают меньше бонусного урона. Меньше бонусного урона. Кто наносит бонусный урон слонам? Например, алебарды. Да, соответственно, чешские алебарды, кстати, имеют повышенный бонусный урон, но нивелируются тем, что у татаха бенгальцев. Соответственно, как бы обычный размер. В принципе, какие у нас вообще есть слоны здесь? Обычный слон с конюшней, да. Также есть осадный слон. Также есть слонолук, да, слонолук на месте. Отлично. Также еще есть радхи. Ну и, в принципе, есть такая уникальная технология, как пайки. Пайки делает, апает слонов и радх, чтобы они быстрее наносили урон. Найс. Окей. Реликвии. Интересно, как они расположены. 5 штук в центре, нормально, довольно балансно, можно сказать. Расстояние между игроками маленькое. Это специальная арена, где можно играть какими-то полуфастэмпами. Но, если вот кто уже жестко шарит, он мог увидеть. Что тут нестандартно, да? Слишком много золота внутри. Обычно это 7 тайлов, 4 тайла и 4 тайла снаружи. Но нет, здесь еще есть дополнительные 3 тайла. Не ошибка ли это? Ну, по крайней мере, у Татоха то же самое. 3 золота внутри — это что-то новенькое, либо старенькое. Я все никак не могу забыть ту самую арену с Эдди, где у него раньше могло быть так. Все 3 золота были внутри. Вот его стандартные 3 золота. Они были внутри. А нейтральное золото, которое может быть внутри, а может быть и снаружи, было закопано вот тут вот. У него было раз нейтральный, 2 нейтральный, 5 золотушек внутри. Были времена. Ну что, здесь у нас чехи — это одна из сильнейших цивилизаций на арене. Но бенгальцы, ребят, это не промах. И, в принципе, здесь все скатывается в упоротых монахов. У чехов монахи довольно жесткие. Также апы на монастыре бафуют тоже крестьян. И монахов можно делать даже за еду. Дальше. Но что есть у бенгальцев? У бенгальцев монахи бронированные, ну и, в принципе, полноценный монастырь, да? Давайте смотреть. Так, видим, что в монастыре нет ереси. Ага, ереси нету. А в чешском монастыре есть все. Я же говорю, апаешь хпшки, апаются крестьянам 15 хп, так же, как и монахам. И скорость то же самое. Поэтому смотрим на билд. 23-й переход, довольно стандартный. Минимальное количество крестьян на лесе мы видим. Потому что у чеха дешевле кузница, можно делать четенький фаскасл. 2 на золоте, бах-бах-бах, все рубится. Вообще ничего лишнего нету. Наверное, стандартный 23+2 переход, фасткасл. Но во что, посмотрим дальше. Дальше у нас Татох делает 25+2. И смотрите, что он делает важное. Он делает несколько домов, потому что он не просто лишь 2 креста родит. Он еще и получит еще 2. То есть тут домовтык надо не вляпаться. И здесь
Здесь антагонист подлавливает скаута Татоха просто в поле, и так как он перешел раньше буквально вот на эти 45 секунд, он его убивает. И Татох принимает решение принять бой, потому что не успел бы бежать к себе на базу, например. Ну, отлично. За нами карта, рынок кузница. Ресурсы вроде как идеальные. Тут что-то домишка делается. Окей, не знаю, почему так форсится домишка. Вроде как ничего не производит все равно антагониста, но идет замковый переход. Здесь, смотрите, 2 креста вывалилось еще дополнительно. И, соответственно, будет уже на 4 креста больше у Татоха. А потом еще больше крестьян. Можно спокойно разведывать, потому что скаут 21 хпшки имеет. А увидит ли он это золото? Давайте посмотрим. Чик-ч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 ик. Пока нет. Пока не видит. Ну что, топор Хамут на месте, на базе, как говорится. Здесь уже 3 на золоте. И видим, что никаких зданий не делается. Антагониста... А нет, он делает барак. Довольно интересно. Делает барак, неужели все-таки будет делать скаутов? Здесь довольно странный рынок кузница, но как бы... Как будто под экономию места. В тылах место нормально. Вообще у них такие базы... Места достаточно, на самом деле. Так... Ну, чей бонус экономически сильнее, сложно сказать. У бенгальцев прям по 2 креста дает на халяву. Это сильный очень бонус, очень сильно считается бонус, как малайский. И потом еще в импе за каждую ратушу, да, если 5 ратуш будешь апаться в имп, 10 крестьян дадут. А потом еще Махаяна. Добить Махаяна и все это вообще прекрасно, потому что тогда крестьяне будут весить на 10% меньше лимита. И монахи тоже. То есть, вообще все 4 коронки, по идее, имеют довольно хороший такой смысл, да, у чехов можно сделать порох быстрее, и, ну, хотя не, у чехов крестьян, точнее, монахов за еду делают редко, все-таки, только на какой-то поздней стадии, ну, не знаю, это что-то такое непонятное. Монахи за еду, ну, и технологии тоже за еду, потому что в основном не стоит золото. Так, мы видим, что есть просто одна пика и монастырь, и пила. То есть спокойное развитие. Здесь ща поглядим. Сейчас выпадет еще 2 креста. Давайте посмотрим, как это действительно происходит. Куда точка сбора стоит, туда они и выйдут. Чу-чу-чу-чу-чу. Пошли работать. Отлично. И 2 монастыря. Ну, неплохо. 2 монастыря и ратуша. Угу. И еще ресурсы остаются. И еще 1 ратуша. 3 монастыря и 2 ратуши. В сравнении с этим у Антика просто ничего нету. Просто монастырь. Да, добытые ресурсы как бы дают такое преимущество. Но вообще-то у него есть Хамут пораньше, уже пила. И смотрите, он делал одного монаха, пошел за реликом. Потом дальше идет фервор, чтобы ускорить и монахов, и крестьян, которые будут лучше работать, особенно на фермах. Это прекрасно. Гонится ли он за бенгальским бумом? Непонятно. Монах, конечно, дает большое преимущество, хотя бенгальские монахи слишком крепкие. И тоже, видите, довольно грамотно делается. Тут все сразу хпшечка. Пила не забывается, Хамутик тоже. В принципе, бум пошел удачно. Так, ну что, не заблудились? А что видит антагонист? А, видите, 2 монастыря не видит. Не показал их Татах. Конечно, он что, дурачок. И тут количество золота непонятно какое добывается. Выходит сразу 2 монаха. И реакция. Ух, не боится Татах. Ну и правильно делает. Правильно делает. Мув с бараком я не совсем понял. Но это, да, пика будет охранять монаха против легкой кавалерии. Ну, в принципе, нормально. Чешская пика имеет большой бонус урон. И, честно говоря, не помню, но, по-моему, она 22 урона наносит, да? Да, 3 плюс по кавалерии 19, это 22 урона. Соответственно, скаута она практически убивает за 2000, но скаут 45 хп, не 44. Поэтому все равно 3 тычки нужно целом. А холмов тут нет, чтобы это помогло как-то. 3-й ратуша ставится немножко позже. Кстати, ферм только 3. Так. Антик, давай. Покупал еду, что ли? Да, он покупает 200 еды. Что за прикол? Так. Ой-ой, тут же сейчас... Опа. Релик-то ушел. Давайте пересмотрим этот момент. То есть, бенгальский монах идет, забирает релик. Видит скаута, вынужден выбросить, чтобы его не убили. Начинает конвертить. Монах просто подходит и уходит. Оп! А здесь, видите? ППшка уже была на бенгальском монахе, то есть он почти неуязвимый был. И получается так, что... Да, скаута надо было удалять, то есть идеально все расконтролил антагонист, заставил выбросить релик и потом удалил скаута. Если бы его свербовали,
А его бы свербовали, он бы не успел убить монаха, потому что он бронирован. Он бы убил своего же монаха, то есть идеально, четко. И тем самым 2 релика рано успел забрать антагонист, и 3 уносит. И 1 у Татоха. Он, кстати, вляпывается в домовтык небольшой, тут строит домики. И что-то его все это разозлило, он пошел делать осадку 3 крестами без лума, кстати. Антагонист тоже у нас без лума катает. Ну что? Угу, монах в поисках, монахи в поисках. Так, а вроде бы антагонист там что-то качал, разве нет? Не качал конверт монахов. Интересно. Так. Татох качал. Что-то я не совсем понял эту всю ситуацию. То есть он бежит, его пытается догнать, я понял. Татох не видит 5-й релик, но видит, что антагонист выходит куда-то, явно за реликом. И это палево. Антагонист тут вышел, и он парит, что тут есть релик на самом деле. Но Татох сделал конверт и просто не сразу начал реагировать. И тут будет ли удалять антагонист своего монаха? А зачем? Ведь он быстрее у него. Прокачка 0.8 на 0.7 скорость. И релик... заметил релик. Ну все. Заметил релик, монах уходит. Но антагонист не видит осадку, не видит пуша. Но благо у него ресурсы плюс-минус окей. Даже если это золото отобьют, у него есть 2 дальних. И золото, и камень качает чех. Отлично, быстро. Тут идет монах, он просто убегает. Ля-ля-ля-ля-ля. И здесь уже есть катапульта плюс Armored Elephant. Ой-ой, опасно. Вот это полный моб-контроль. Он заволивает монаха, и куда им деваться? Он пытается свербовать крестьянку. И надеется свербовать ближайшую крестьянку все-таки. Но здесь конверт и не проходит, не фартануло. Почему не фартануло? Да пес его знает. Ё-моё. Пес его знает. Забирайте быстро монаха. А, кстати, нет. Вот прикол с монахами все так не работает. Действительно, посмотрите. Погоди, но он же был быстрый. 0.8 скорость, да, чешский монах. И на нем становится 0.7 скорость. Это, конечно, вообще жесть. Еще вера теряется. Честно говоря, это вообще очень странно. 30 хп. Ну, типа, скорость теряется, становится монашеской. То есть обычное правило, то, что юнит замораживает статы, не работает. На монахов, да. То есть он теперь тоже может вербовать других монахов по цепочке. Но то, что еще и скорость сбрасывается, это для меня вообще что-то новенькое. Ну ладно, еще и вера пропала. Я думаю, тут игра уже немножко багует. Так, начинается пуш. У антагониста меньше добытых ресурсов, меньше крестьян, нет моб-контроля. Но он... Посмотрите, что он делает. Внимательно. Антагонист прокачивает атонмент, чтобы тоже вербовать монахов. Но понимает, что... Или он не отменяет эту тему. Он в последнюю секунду... Он отменил эту тему. Он отменил, чтобы купить замок. Он успел в последнюю секунду отменить за 325 золотых апгрейд, который посчитал ненужным, и просто покупать замок. Замок ставить просто по центру базы, чтобы максимально было неудобно пушить манганелями, но слоны есть. Бенгальские слоны, которые, опять же, дольше убиваются и конвертятся. Вот и все. Бум, то есть вот такой поздний бум, типичный татошевский. Ну, посмотрим. Тачка довольно поздняя. Вот, о, антика уже пораньше есть. Так, ну что? Ай-яй. Ну, кстати, все реликвии здесь, релики 3 на 2, помним про это. Так, он видит? Ну, теперь он точно видит замок. И антагонист прокачивает стрелу, чтобы замок стал сильнее. И Redemption все-таки хочет конвертить манганельки. Но Redemption разве успеет сделаться? О, нет, Redemption не успевает сделаться. Возвращаются бабки за эти махинации, переделаться монастырь. Но пуш такой напряжный, на самом деле, идет. 2 слона, 2 манганелии. Кажется, хочет разбомбить ворота, чтобы, ну, как-то не через дырочку маленькую просачиваться. Это довольно неприятная тема. Но посмотрите, много золота начинает качать антагонист. Делает еще монастырь, хочет отбиваться такими монахами. Проблема в том, что Тато готов нажимать переход. Блин. И его манганели бьют своих же слонов, но они под хилом. И они вроде как не особо умирают. Да, они не умирают, они хиляются. То есть, в принципе, нормально. Нажимает МП, ё-моё. Но антагонист начинает пережирать по жителям. Оба играют в 3 ратуши. Так. Devotion тоже, чтобы выигрывать в монашеских войнах. Очень важная штука. Монах тут от замка нифига не умирает, даже ничего не получает. По щам. И тут много таких инфраструктурных зданий можно потерять. Второй замок, серьезно? Второй замок прямо перед слонами. Это довольно опасно. Слонов можно конвертить только вплотную. Тут подходят кресты, еще кресты и до сих пор без лума, хотя могли бы быть 55 хп. Они идут некоторые прям на куда? Уп.
Тут можно очень много крестьян слить, но, видите, антагонисты не ведет этих, только те идут. Просто трейдит крестов в катапульты, что происходит? Идут конверты дальше. Так. Редемпшена нету, понимаете? Антик, наверное, думал, что есть редемпшн, и он только сейчас его делает. Так, но тут чинится катапульта, ничего не сливаются. Монахи немножко сзади, пока они могут вербовать только монахов. Но... Ой. Блин, у него до сих пор хп нету на монахов, поэтому они умирают от катапульты. Ай-яй-яй, ну Антик-то, конечно, сильно застреет, он не может перейти, он делает четвертую радшу, ой-ой-ой-ой. Но кажется, он адлит, чтобы перейти, либо даже продает лес, короче, рынком пользуется супер активно. Тоже, кстати, делает и Татах. Он добавил четвертую радшу, чтобы сразу ему сейчас 8 крестов дало. Ну и как будто бы Антик задефался, но импы, есть импы, да. И он нажимает имперскую свою. Имперочку нажал, ух, немножко опасно, ну ладно. Идут конверты, и давайте смотреть, что у нас произойдет. 4 на 4 монаха. Серьезно? Серьезно? Нет, серьезно? Давайте сначала посмотрим. Так, они уже набирают конверт здесь на крестьянине. Но здесь раньше начинают раскликивать пацан Татошный. Раскликивает. На разных. Ты девоушен сделал, да? Антик не делал девоушен. Антик сделал девоушен. Оба сделали девоушен, но он забирает 4 в 4 просто в хламину. Тут одного удалось забрать, конечно, но это рофл какой-то. Это просто издевательство. У обоих был девоушен. У бенгальцев не все конвертится хуже, а только слоны. Если я ничего не путаю, только слоны. Разные слоны. Ну вот охренеть. Импы, апы на монахов. Это очень обидно было. Так. Вот тут ты уже не подготовился к тому, что тебе 8 крестов на халяву дадут. Видите, даже лимит выше, чем допустимо. Это просто жесть. Полный мап-контроль, куча монахов. Тут немножко поздновато, но в принципе нормально ставит замок для требов. Ну, кстати, не то чтобы супер близко. То есть требам все равно надо будет подходить примерно сюда. И вагоны начинают делать. Что происходит у Антика? У Антика с экономикой какая-то непонятка. 19 на еде, 43 на золоте. Он качает все свое внутреннее золото, супер быстро зачехает, делает еще универ. Хочет, наверное, химию быстренько. И он массит вагоны. Массит вагоны, наконец сделал ум и делает вагенбургские тактики. Все пороховые юниты, в том числе вот эти гусицкие вагончики, начинают передвигаться быстрее на 15%, по-моему. 15%. Ух. Ну, будет тяжко. Татах, конечно, жестко душит. Готовит домики и стрельбище. Как будто ожидает канониров и будет... Нет, стрельбище... Пока непонятно, во что Татах играет, честно говоря. Раскрывает трибушет. Ого, что мы видим? Мы видим химию немножко заранее, и мы видим ересь. Та самая, у бенгальцев нет ереси, а у чехов есть. То есть, получается, он кучу золота качает, 1000 золота тратит в ересь, и теперь его юниты при конверте будут умирать. Давайте смотреть, конверты начинаются, он отходит вагонами, включаются свои монахи, тут уже требы разворачиваются, есть 2 манганели, что делать теократия, много апов делается, окей. Пока начинается все в ранних импах с монашеских войн, трибушеты монахи, самый имба, так... Ай-яй-яй, тоже очень поздно как будто реагирует антагонист, что-то непонятное делает. Здесь ересь начинает работать, монах просто умирает. Еще один монах умирает, хотя бы может он от замка и так умер. Здесь проходит конверт, включаются вагонки и пытается сконвертить с манганели, кстати. Вагонки включаются, увернулся. Две манганели захавал. Просто 2 манганели раз и сразу стреляют трибушеты, чинит замок. Одновременно вагоны подходят, их абсолютно никто не убил, не сконвертил. Просто жесть. И... Они умирают, потому что их конвертят. От ереси они умирают, лол. Но 2 трибушета спушенные вагоны есть. Отлично, вагонов уже 9 и делается еще. Он что, в вагоны выходит, что ли? Не понял. Еще одно золото, 4 золота. Антику не хватает золота. Он играет вообще через золото, монахи, вот это все. И как будто бы, да, нафига монахи за еду, если есть монахи за золото. Но золото конечно, не забываем об этом. И 3 релика навряд ли смогут это компенсировать. Он отпушил его. Просто потому что Татах во что-то точно не закоммитился. Что-то какие-то монахи, какие-то хрени. Ух, можно немного выдохнуть и, наверное, заволиться здесь. Но по крестьянам у нас небольшая проблема. 20 жителей. Выход на камень. Вычинил замок, кстати, полностью и делает вагоны. Ля, прикол, конечно. Опа, даже тут отмикривает, но она имеет очень хороший бонус урон по вагонеткам. Так. Но это не проблема, есть монахи. О! Лечим пацана нашего. Лечим, давай. Ага, он долил, но успел убить. Грамотно. Неплохо. Конвертит. Ну-ка. Отдай. Монах умирает от ереси. Видите, конверт проходит, но он умирает. Так, вагонетки начинают конвертить. Ой-ой-ой-ой, какие лазерные тут тревоги. Окей.
Но свои трибушеты уже выходят. Так, Антик пока без конскрипшена живет. Легкая кавалерия готовится. В две кузницы играет АТО. И элитный гуситский вагон, серьезно? Он прям выходит в вагон, они же дорогущие. Они же дорогущие. Но золота много качает, и леса тоже, в принципе. То есть вагоны, кстати, что-то могут, по идее. Они даже бенгальских монахов могут развалить. Ну, это такой Рибадыкин, как будто. Ой-ой, он видит и... Тата, конечно, все видит этим аванпостом, видите, это, конечно, круто. И в миле режиме пытается радхами убить, снести крестьян. Ну, сколько кресты хп? 55 хп на чешских крестьянах. И скорость 1.01. Второй тачки нету до сих пор. По экапам надо еще работать. Два слона здесь отгоняют вагонетки. Кстати, слоны контрят вагонетки. У них есть урон по осадке. Вагонки это осадка. Тут пушка. Так. Проходит реконверта Радхи. Что, серьезно? У нас есть Радхи, ребята, отлично. Достраиваем замок, достраиваем. Кресты Чеха все-таки довольно-таки неплохие. И что происходит? Мы спушиваем замок, трибушет тут грамотно стоит. И... антагонист делает ту самую базу, про которую он постоянно орет на Твиче, в чатиках. База, по его мнению, это вагонетки плюс монахи. Окей. Ладно, окей. Конвертить стрельбище, чтобы там не готовилось. Кстати, фиг знает, что там готовилось, по-моему, ничего. Так, ну чеху может стрельбище и пригодятся. Ничего тут не удаляется. Интересно, продает 600 леса Татон. У него леса много. Он готовит... 150 крестьян. Но не совсем понятно, во что ему выходить, честно говоря. Ему надо прокачивать, я думаю, Махаяну. Он ее не прокачивал, чтобы освободить больше лимита. А здесь... Посмотрите, готовятся уже пики. Чешские пики. Ставятся бараки, отлично. Так. Монахов сколько? 11 на 7. Посмотрите, как он спамит монахов. Просто жесть. И здесь вагонки, они могут, конечно, что-то прикрыть. Своих рад хочет вернуть. Убили пушку, неприятно. И здесь против легкой кавы пока ничего толком не было. 3 пики, где они? Я их не вижу. Трибушеты, они работают. Я немножко тяжеловато. И уже этот требом приходится страдать. Но вагонки, по идее, должны неплохо распиливать ЛК. Все-таки разве нет? Но там хорошие апы на ЛКшках. Очень много жрет антагонист ресов по всей карте. Хоть карта и маленькая, и здесь, ну, помним, что есть ересь. А можно еще веру в теории прокачать. Но антагонист живет просто на 20 фермах. Это прям полуфеодальная экономика по фермам. Махаяна, посмотрим сейчас, сколько лимит освободится у Татаха. Сейчас у него 175, давайте его заценим. Кстати, 4 треба живые, лоу. Так, 172 было, да, и смотрим 156. Освобождается примерно до 15 лимита, потому что у нас как раз 150-160 крестьян. Окей. Ну, это здорово. То есть он еще может 35, а на самом деле даже больше лимитов продлит, там 40. Ой, это очень сильный баф. Ставится замок и максимально не вовремя ставится замок, серьезно. Крест его делал, а там трибушет раскладывается, ребята. Замок 125 хп, надо отменять его, но Антик не видит этого. Надо... И он отменяет, что ли? Он успел отменить. Он успел отменить. То есть... Посмотрите, это нужна бешеная реакция. Просто зацените. То есть замок 125. Как только кто-то атакует его, он палится, и он заметил это, отменяет. Он спасает ресурсы, отлично. Я жесть, тупо замок спас. Как бы тут же ресурсы уже заканчиваются вообще. Как же помогло то, что здесь было внутреннее золото. Но золото начинает заканчиваться релики 3-2. Но 55 армии, что происходит? Дикие. Но алибарду надо прокачивать, не знаю. Ставьте сюда замок, интересный момент. Наконец, алибарда. Ой, почему не заболился? Господи. ЛКшкой приходится заболиваться. Вроде Найс заболился. Не дал пройти в экономику, Найс. И здесь дом сделал. Все, заболел, отзонил. Сделал буферную зону. И просто катком едет на Татаха. У Татаха 160 крестьян, он не может понять, во что выходить. И он принимает решение довольно жесткое. Это конюшни и элитные боевые слоны. Бенгальцы, которые тяжелее конверсии, тяжелее от алибард умрут. Но алибарды тоже чешские. То есть это all-in. Точнее, это не то, чтобы all-in, это ва-банк слонов. Как бы. Это все последствия ереси. 3 конверта, 3 убийства. Тут вагонки застряли. Так, используются радхи. Сейчас они тут перепрыгнут как-то. 3-я стрела и реально слоны. Золото-то... Антик жрет золото, отлично. Золото одно, я так понимаю, осталось, да, тут? По факту. И барелика, конечно, есть. Спушивается еще один замок.
Найс, 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 найс. Главное иметь достаточно алибард. Еще замок, что? Отлично. Это, кстати, тот самый замок, который не потерял антагонист. Он его делает, и еще кучу леса забирает нейтральных. Но даже Татошиски жрет. Ай, тут вагонки застряли. Вот почему нужны, может, ворота, не знаю. Там несколько юнитов важных. Еще застрянут. Блин, да куда же они едут, господи. Вагонок много, заходит внутрь. Сколько слонов смог родить? 19? Это немало, 19 слонов. Начинаются конверты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще кресты идут в бой. Что? Ой, как много вагонок теряется. 6, 7, 7? Ой, много, половина вагонок разваливается или что? Алибарды между монастырей просачиваются, и начинается большое сражение. Монахи могут подхиливать, давайте смотреть. Монахов пытаются убить, но Татон их прячет, трибушеты не развернуты. Где пики? Пики пропали, черт. Черт, пики пропали, но трибушеты работают, они выбивают релики. Ставятся дополнительные бараки, апаются еще. Нужно срочно алибарды. Наконец-то антагонист вышел на 50 ферм, отлично. 50 ферм, чтобы спамить, наконец, пики. Кстати, может и монахов. А может и монахов за еду. Та самая хуситские реформы, та самая фигня. Монахи и технологии за еду. Оба на лимите, ребята. Так, и здесь, что еще можно за еду пропать? Веру в теории. Ну, лечебные травы, все. Ну и самих монахов. Так, ну что. Здесь готовится осадная инженерия. Татов понимает, что он хоть и лидирует по счету, но он на таймере диком просто. Хотя... Оба делают осадную инженерию, интересно. Но это чисто для требу. 50, 50, 24, 5. Интересно. Ой, заволивается наконец. И смотрите, увидел и спас 6 гуситских челов. Делаются массово скирмы, понятно. Скирмы слоны, опасная комбинация. Свои стены не удаляет. Монахи подключаются. Так, у Антика почти монахов нету, а там их 5. Так, трибушеты. Блин, я боюсь, что алибарды сейчас опять развалятся. Во-первых, последней брони не было в этом бою, да? Алибарды опять разваливаются. Хотя слонов осталось не то чтобы много, не раненые. Гуситским чувакам... О, гуситские разваливают, походу, требы немножко. На скирмов им немножко пофиг, плюс-минус. А слоны тоже, они все разваливают. Подключаются с конверченной сратки. Но главное, что дотискание алибард идет. Конскрипшн есть на месте. Отлично. Кстати, Татах и забыл пайки сделать, чтобы слоны быстрее атаковали. Но, грубо говоря, он и замок потерял там, да, какое-то время назад. Поэтому у него все сложно. И антагонист может забрать эту катку. У Татуха. Я даже не знаю, что ему может помешать. Надо просто как бы пушить и продолжать, выбить из него все ресурсы. Но как может Татух спамить слонов, пока еще ресурсы продает, экономика у него просто бешеная. Ну, у Чеха не слабая. У Чехов... Чех стоит на месте и все, как бы окопался. Проходит взаимные конверты, и теперь пошел спам монахов за еду. А вот теперь заселся и пошел спам монахов за еду. А как мы знаем, что со второй тачкой самые быстрые кресты у Чеха, и они очень, почти самые лучшие фермеры. Наверное, может хуже славянских, но очень много еды могут добывать, очень много монахов. Правда, монастыри бы форвардные увидеть, да, потому что они там 3 на бэке. Но это, как говорится... Ого! Вагонами это мискрик. Нет, это въезд просто идет в скирмов. И дизастрич. Сколько они вообще убили? 49 юнитов, 52. Посмотрите, как они валят. Просто 6000 урона. По всему, по зданиям, по крестам. Просто развалочка, 60 урона. И замок внутри еще накопал. Разве это не конец? Внутри армии все еще есть у Татаха. Кстати, релики где? Релики увез на базу. Ой, блин, кресты не могут... Блин, вагоны слишком большие, в этом их проблема. Но проблема в том, что они убивают все просто, и Татох пишет ГГ. Нет, серьезно. Татох пишет ГГ просто. И антагонист смог его выиграть. На своей поляне, на арене, просто. Но самое интересное, что у него вообще 201 лимита. Тоже. Охренеть, да? Ну, наконвертил. То есть он вышел за лимит просто, он уничтожил Татаха. Но самое интересное что? Это то, что он выигрывает Татаха, понимаете? То есть он проходит Татаха, одного из фаворитов такого турнира, да? Почему вообще Татах фаворит турнира этого? Вообще один из главных. Да, Мистер Йо выиграл в первой Вальгале, но Татах вообще-то чемпион последнего турнира Мастерсов Арена 7, да? Он выиграл Винча 4-2, то есть он чемпион на аренах. Но антагонисту все равно. Как бы он просто берет и выигрывает. Делает базу. Базовик называется.
АПМ у Татаха не очень высокий, АПМ 58. Ну, он такой игрок, да. Антагониста довольно солидный. АПМ 79 здесь. И ну, это просто прекрасно. Да, он был вынужден выйти в алибарды. Посмотрите, ни одной гафницы пушки вообще нету. Да? То есть обычно, что мы видим от Чеха? Алибарды, пушки, окей. Иногда монахов, а здесь вот такие юниты. Слоны, там что-то пытался Татах пробовать, но это офигеть. И 3-1 он его проходит, это просто невероятное достижение, на самом деле, если задуматься. Даже Т-90 это отметил, в подкасте я смотрел, что типа, блин, там Татаха выбил антагонист, типа, антагонист даже в золотую лигу не прошел. Понимаете, насколько это жестко? Но заявляет о себе, и дальше у антагониста по сетке будет либо, по-моему, Велес, либо Кингсон, будем смотреть, это как раз турнир для него на закрытых картах. Из наших остались только Винч и Антик, соответственно. Я думаю, честно, никто не верил, что Антик пройдет Атак. Ну, серьезно. И я не верил. Я думал, что, блин, вот выиграет одну игру, будет жестко. И вот он это делает. Я этот матч полностью, кстати, стримил. Ссылочка будет. Давайте здесь пробежимся. Казалось бы, Бенгал неплох, но Чеху все равно. Он даже и бенгальца может сожрать. Но с реликом что сделал, да? Вообще-то 2 на 3 релика и 3 на 2 релика это некоторая разница. Она могла, ну я не уверен, что она прям зарешала, но больше бы слонов было. Вот давайте даже для сравнения. 1500 на 2600. Грубо говоря, если бы наоборот было, плюс 1000 золота у Татаха, ну не 1000, ну ладно. Ну, не знаю, сколько это слонов, ну десятка слонов, короче. Десятка слонов лишних. Вот у него просто к этому моменту было бы на 10 слонов больше. Ребята, это могло перевернуть игру. Просто. Это же просто буквально кому достанется этот релик. Оп, он был бы тут, 1000 золота, это 10 слонов, ну там меньше, чем 1000. 10 слонов, а еды было бесконечно у Татаха, я думаю. Блин, реально, это реально настолько важно, походу. 10 слонов могли перевернуть там. Потому что они убивали алибарды один раз, второй раз, но там их уже осталось мало. Мог засноуболить, мог. Поэтому это супер достижение антагониста, я думаю, его самое лучшее. Так что поздравьте Челика и ждем дальше его выступлений.